Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно интересную модель. Это КАМАЗ, но на самом деле под этим КАМАЗом шифруется ЗИЛ. И на этой модели мы с вами узнаем, найдем эту тонкую грань, где заканчивается ЗИЛ и начинается КАМАЗ. И вообще эта модель очень классно дополнит мою коллекцию ЗИЛков. Поехали! Итак, передо мной КАМАЗ, и не просто КАМАЗ, а это экспериментальный и самый первый вариант исполнения этого автомобиля. И корни этого автомобиля растут на ЗИЛе. И именно ЗИЛовские конструкторы разработали эту модель и передали Камскому автозаводу как основополагающий их модельного ряда. Соответственно, это довольно знаковая модель и, мне кажется, довольно интересной. На заднем фоне бокс-арта изображен какой-то интересный архитектурный объект. И не знаю, что это, так как я не путешествую. Но мне кажется, что-то должно нам помочь разгадать, что это. Именно эти буквы и цифры на номере автомобиля. Если вы узнали, что это, обязательно напишите в комментариях. Мне интересно будет почитать. На обратной стороне другие представители линейки КАМАЗа у фирмы АВД. Соответственно, 4 современных КАМАЗа и 3 экспериментальных. Но вот в некоторых из них уже узнаются, так сказать, серийные образцы, не только экспериментальные. И эти машины тоже довольно интересны. Например, у меня уже есть несколько видео о КАМАЗах, представленных на этой картинке. Например, вот этот самосвал, я делала его именно таким. И это уже современный КАМАЗ с кабиной К5. Довольно интересно получилось у меня тогда видео. И сейчас на лавке вы, наверное, сможете еще найти КАМАЗ К4. И это очень удачная модель. Ну а эти бруталы еще не вышли, так что в скором времени ждем их в линейке АВД. Вообще не знаю, почему КАМАЗ использует красный цвет, ведь теперь их очень легко перепутать с многочисленными китайцами. Синий цвет самый удачный, на мой взгляд, как и у белорусских тракторов. Время собирать? Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Как всегда по классике, я начинаю работу над моделью от АВД с тщательной грунтовки. Это обязательный этап, особенно когда речь идет о сборных моделях, выполненных из сочетания металла и АБС-пластика. Эти материалы отличаются капризным характером и крайне неохотно принимают краску без должной подготовки поверхности. Грунтовка не только обеспечивает хорошее сцепление последующих слоев краски с поверхностью, но также и выравнивает мелкие огрехи, создавая идеальную базу для дальнейшей работы. После грунтовки я приступаю к окраске рамы. Несмотря на то, что передо мной экспериментальная версия ЗИЛа, он все равно остается истинным представителем советского автопрома. А это значит классика, рама будет черной. Этот глубокий цвет подчеркивает силу и утилитарную строгость конструкции, добавляя модели реалистичности и аутентичности. С кузовом и кабиной я решила поэкспериментировать, и они будут не просто красными, а я хочу добиться глубокого насыщенного оттенка вишни или же бордо. И для этого я использую обычную красную краску от фирмы Мачете, но наношу я ее по технике прешейдинга. Благодаря этому приему основной цвет получает нужную глубину и игру теней, превращаясь из просто красного в сложный бордовый с живыми неоднородными тонами. Именно то, что и нужно для выразительности. Когда в 1969 году было принято решение о строительстве КАМАЗа, СССР нуждался в массовом производстве мощных грузовиков для народного хозяйства. ЗИЛ в те годы уже имел огромный опыт и авторитет, и поэтому именно ему и поручили разработать базовую конструкцию первого камазовского грузовика, будущего КАМАЗ-5320.
И фактически КАМАЗ-5320 стал переработанной и адаптированной версией перспективной модели ЗИЛа, модернизированной под массовое и автоматизированное производство. Это было логично, ведь ЗИЛ обладал инженерной школой, производственными наработками и кадрами, способными создавать такой продукт. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Ну а пока кабина и кузов сохнут, я переключаюсь на мелкую детализацию. Беру в руки кисточки и прорабатываю элементы шасси. Аккуратно окрашиваю двигатель, радиатор и трансмиссию. Эти мелкие штрихи придают модели характер и делают ее более живой. А следующий этап – это окраска мордочки. Мне нужно выделить переднюю часть кабины белым цветом. Чтобы сделать это чисто и аккуратно, я заклеила окружающие участки модели скотчем и нанесла белую краску через аэрограф. Получилось довольно ровно и четко, с красивыми краями. Я не забываю и про салон. И его я решила сделать серым, универсальным, спокойным цветом, который хорошо сочетается с насыщенным бордовым кузовом и не отвлекает внимание от общей композиции модели. Таким образом, ЗИЛ стал не только наставником, но и техническим отцом КАМАЗа. Но история, как часто бывает роль, сыграла ироничную роль. После 1991 года ситуация на рынке резко изменилась. Страны СНГ перешли на рыночные отношения. Заводам нужно было конкурировать за выживание. И вот тут сыграли роль два ключевых различия. А вот с глазками, то есть фарами, я поступаю особенно. Для их окраски я использую алюминиевый маркер, который придает им красивый светоотражающий эффект. И благодаря этому фары действительно начинают играть светом, создавая впечатление настоящих отражателей. Структурная усталость ЗИЛа, ведь завод ЗИЛ был перегружен своим прошлым. Гигантская территория недалеко от центра Москвы, устаревшие здания, иррациональная бюрократия и слабая адаптация к новым реалиям. А КАМАЗ имел стартовые преимущества, ведь с самого начала завод строился по более современным стандартам. Имел просторную территорию, логистическое преимущество и более масштабируемое производство. А главное, модель, полученная от ЗИЛа, более перспективная. И таким образом трагедия ЗИЛа не только в том, что он породил конкурента, но и в том, что он создал основу для его технологического преимущества. Ну а после базовой окраски и детализации приступаю к одному из моих любимых этапов – это смывка. С ее помощью я аккуратно выделяю рельефные элементы модели, придавая им объем и глубину. Здесь важно не переусердствовать, и я стараюсь подчеркнуть рельеф, а не испачкать модель, чтобы она не выглядела излишне грязной или же потертой. КАМАЗ использовал задел ЗИЛа и пошел дальше, а ЗИЛ остановился. И если рассматривать этот сюжет через призму мифологии, то мы увидим прометеевскую трагедию. ЗИЛ как Прометей дарует огонь, технологии, проект, знания, а затем сам оказывается в цепях собственного прошлого. Он не смог воспользоваться плодами собственного разума, а созданный им огонь зажег костер под его ногами. Это горькое напоминание о том, что интеллектуальное первенство не гарантирует исторического выживания. И напоследок я перевожу декали, номерные знаки и другие обозначения на свои места. Это финальный штрих. И вот такая модель у меня получилась. Настоящий ЗИЛок, а может быть КАМАЗ. Но я все-таки его отношу к ЗИЛкам. Я сделала его довольно темным красным цветом, и мне кажется, он очень органично смотрится в этой цветовой схеме. Надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока. Shifts on frozen ground, Russian winter all around. Bus door opens, closes shut, first run of the remorse. Connected lives, the distance crossed, rolling between turns.